Раньше мы не знали, как строить космические станции, высокие небоскребы и гидроэлектростанции. Мы вообще плохо понимали эту реальность. Однако 300 лет назад один парень увидел падающее яблоко, и вдруг в его голове возникла креативная идея о том, как устроен наш мир. Этим гением был Исаак Ньютон. Однажды, гуляя по саду, он вдруг скреативил универсальный закон гравитации и 3 закона движения. По сути, этот парень и заложил основы современной науки и технологий. Все, что мы видим вокруг, так или иначе связано с ним. Забавно, но креативные идеи приходили в его голову случайно. И он такой не один. Многие признанные гении человечества рождали свои удивительные идеи случайно. Стив Джобс креативил идеи, пока наматывал пешком круги вокруг кампуса. Альберт Эйнштейн обдумывал свои теории во время игры на скрипке или занимаясь парусным спортом. А великий композитор Моцарт искал вдохновение, катаясь на лошади. Настоящая креативность не любит пыльные кабинеты и избегает мозговые штурмы. Чем больше тебе нужно придумать что-то креативное, родить какую-то идею, тем тебе сложнее это сделать. Принуждение не работает. К счастью, с 2001 года мы знаем, что работает хорошо. Это очень необычно, но креативность включается тогда, когда мозг не сфокусирован на решении задачи. Обычно, чтобы замерить активность нейронов во время работы, ученые используют томограф. Все очень просто. Активность выше в тех зонах мозга, где нейроны работают больше. Активность мозга меньше там, где нейроны работают меньше. В 1997 году ученый Гордон Шилман измерял активность мозга во время его фокусировки на решении задачи. И произошло то, что его очень сильно удивило. Оказалось, что в момент фокусировки на выполнении задачи некоторые зоны мозга снижали свою активность. В то время как эти же самые зоны мозга во время отдыха, когда не было задачи, повышали свою активность. Выглядело это как полная чертовщина. Неудивительно, что научное сообщество отказалось признать такую работу. Однако в 2001 году другой специалист Маркус Рикл повторил этот опыт и объяснил, почему так происходит. Оказалось, что в нашем мозге есть 3 разные сети нейронов, которые включаются и выключаются в зависимости от того, как мы думаем. Эти 3 сети взаимоисключающие. Если включена одна, то выключены 2 другие. Центральная исполнительная сеть – это режим фокуса. Включается, когда вы активно над чем-то думаете, вы сфокусированы на чем-то. Сеть оперативного покоя – это режим работы мозга по умолчанию, фокусировки нет, вы ни над чем не думаете, сознание пассивно блуждает. И сеть определения значимости – это своеобразный переключатель, промежуточный режим, в котором мозг определяет, что включить. Режим фокуса или режим покоя. Центральная исполнительная сеть работает, когда вы решаете уравнение, читаете книгу, играете в баскетбол или серферите в интернете. В этом режиме есть фокусировка, но отсутствует креативность. Сеть оперативного покоя работает тогда, когда ваше сознание пассивно блуждает и ничем не занято. Например, вы монотонно бежите, валяетесь на пляже или слушаете спокойную музыку. В этом режиме возможны креативные решения и творческие озарения. Сеть определения значимости работает, когда вы попали в новое место и решаете расслабиться или собраться. Это своеобразный переключатель, промежуточный режим. Итак, если вам нужна какая-то креативная идея, нужно найти какое-то креативное решение, то самое плохое, что вы можете сделать, это активно размышлять над этим. Оно так не работает. Все, что вам нужно, это активировать свою сеть оперативного покоя, и она все сделает за вас. Потому что в пассивном режиме наш мозг может обрабатывать гораздо больше информации, чем в активном. И в этом месте вы спросите, почему? Потому что мы социальные животные. Это наша видовая особенность и наша сила. Мы живем в огромных социальных группах. Но чем больше группа, тем больше количество информации нужно обрабатывать, чтобы прогнозировать чужое поведение. Это вопрос выживания.
сплетни, кто вам друг, кто враг, иерархии, группы интересов, связи и отношения. Очень много важной информации, которая постоянно меняется. Однако ресурсы нашего мозга, к сожалению, ограничены. Невозможно сфокусировать свое внимание одновременно на большом количестве объектов. Мощности не хватит. Как же быть? Расфокусировать свое внимание и долго обрабатывать информацию, гоняя ее по кругу в пассивном режиме. Так и появилась сеть оперативного покоя. Большой кусок нельзя проглотить сразу. Но если разжевать его на маленькие кусочки и переваривать постепенно, тогда все получится. По сути, это распределение вычислительной мощности мозга для того, чтобы решить сложную задачу частями. То, что мы не можем решить быстро, мы решаем медленно, суммируя вычислительную мощность мозга. В этом секрет гениальных ученых. Если вы поймете, как это работает, то сможете решать очень сложные задачи и генерировать уникальные идеи. Ну, хорошо, если все так просто, тогда почему вокруг так мало Эйнштейнов, Ньютонов и Джобсов, спросите вы? Ребят, потому что для использования этого нужно ответить на 3 вопроса. Что, когда и как? Тема, время, метод. Начнем с темы. Для того, чтобы получить полезный результат, сначала в мозг нужно загрузить полезную тему. Если ваша исполнительная сеть постоянно обрабатывает исключительно интернет-сплетни, новые игры, вечеринки и Netflix, то полезный результат невозможен. Если вам нужна крутая идея для бизнеса, то нужно загружать чужие бизнес-идеи и решения. Если вам нужно решить сложное уравнение, то нужно загружать математику. Чем глубже вы погружены в какую-то тему, чем больше вы сфокусированы на чем-то, тем больше ваш мозг потом будет обрабатывать это в режиме оперативного покоя. Будьте избирательны. То, на чем вы фокусируете свое внимание сейчас, влияет на то, что ваш мозг будет обрабатывать в пассивном режиме потом. Следующий пункт. Время. Чем больше вы его вкладываете в определенную тему, тем лучше будут ваши результаты. Проблема в том, что сеть оперативного покоя может включиться только через 23 минуты после того, как выключилась исполнительная сеть. А она включена постоянно, потому что социальные сети, фильмы, новости, музыка и бесконечная реклама сопровождают нас всегда и везде на протяжении дня. У большинства людей просто нет времени на обдумывание в сети оперативного покоя, потому что их внимание всегда принудительно активировано. Найдите время на то, чтобы отключиться от потока информации и побыть в тишине. Пока вы потребляете чужое, вы не сможете создавать собственное. Третий пункт. Это способ, как быстрее включить в работу свою сеть оперативного покоя. Для этого вам нужно добавить какую-то легкую монотонную активность, не требующую обдумывания. Бег трусцой, рыбалка, глажка одежды, покраска стены или пешая прогулка по природе. Такая легкая активность отвлекает ваш мозг от фокусировки на мыслях. Они начинают случайно блуждать, обрабатывая ту проблему, которую вы загрузили раньше. Эйнштейн любил играть на скрипке, а Ньютон гулять в саду среди яблонь. То есть тут возможны варианты. Однако я вам обещал конкретную схему. Она у меня есть из 3 этапов. В целом, рабочая схема, которая подойдет большинству людей, выглядит так. Первый этап. Загружаем задачу в центральную исполнительную сеть на протяжении 30-60 минут. Обязательно используем записи в качестве усилителя мозга. Анализируем и записываем основные идеи и связи между ними. Читаем, думаем, записываем. Второй этап. Выходим на природу и гуляем в тишине на протяжении часа. Никого нет рядом, не прикладывайте специальных усилий. Пусть ваше сознание пассивно блуждает по загруженному в него материалу. Третий этап. Вернитесь в сфокусированный режим и запишите все мысли, которые пришли вам в голову во время прогулки. Делайте эту практику регулярно. Выполняйте ее натощак утром или вечером. Время подвести итоги.
Любой человек может быть креативным, если он сначала сфокусирует свое внимание на нужной теме, а затем найдет время для того, чтобы отключиться от бесконечного потребления информации в режиме оперативного покоя и погуляет в тишине. Попробуйте это завтра, вам понравится. Хорошо, следующее видео на этом канале будет про 6 аморальных манипуляций, за которые по уму надо бы сажать. 6 мерзких психологических трюков. Вам понравится? Для тех, кто хочет поработать над собой, у меня есть 2 бесплатные программы тренировок. Для тела Full Body 90 и для мозга Neuromax 90. Обе программы рассчитаны на 90 дней тренировок. И если вы хотели начать, но не знали как, тогда добро пожаловать, ссылки там вот внизу в описании. У меня на сегодня все. Спасибо за ваше внимание. Я желаю вам удачи, успеха и да пребудет с вами сила, друзья!